Друзья, всем привет! Это очередной выпуск программы «Мы вас ждали». Для вас работаю я, Алишер Османов. Сегодня у нас в гостях Ольга Румянцева, президент межрегиональной общественной организации развития поколений, и Виктор Тартанов, лектор Российского общества знания, певец, мотивирующий спикер. Прошу любить и жаловать. Друзья, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Спасибо, что вы нашли время. Виктор, я предлагал наше общение построить на «вы» по имени-отчеству, но вы настаиваете на «ты» по именам. Конечно, Верно понимаю? да, я люблю проще общаться, если ты не против. Абсолютно, спасибо, поддерживаю. Ольга, вы также не возражаете? Я только за. На «ты» по именам, отлично. Расскажите, пожалуйста, друзья, какова цель вашего визита? Вы же впервые в Салехарде. Я скажу так, что моя жизнь, она вся, мне 48 лет, она вся построена на благотворительной, мотивирующей, как сегодня говорят, деятельности. Во-первых, когда я родился, у меня было 10% зрения, я плохо видел, родители начали замечать. У меня началась такая эпопея лечения. Родители меня возили по несколько раз в год в больницу. Зрение то появлялось, то ухудшалось. И в итоге к 17 годам я окончательно ослеп. Оставалось только светоощущение. И вся эта ситуация привела к тому, что я потом уже, когда ослеп окончательно, я узнал, что я родился, оказывается, как я говорю, Бог шельму метит, Международный день слепых, 13 ноября. Представляете, я ослеп. И я понял, что это моя судьба, и это мой крест, который я с радостью несу. Я стал к этому дню у себя в регионе, в Ростовской области, я родом из города Шахты Ростовской области, на самой крупной площадке на тот момент Ростовской области я стал устраивать к этому дню для школьников, студентов бесплатные концерты, на которых я говорил о том, что не дай бог, но каждый человек может стать тоже в один момент с ограниченными возможностями. И вот с тех пор, это уже прошло много лет, я проводил много концертов, а потом так получилось, что когда я ходил на телевидение часто, на один телеканал региональный, и директор телеканала говорит: слушай, ты мне уже надоел, ходишь каждый день, то утром тебя встречу на утренней программе, то ты в новостях, то еще там постоянно какие-то у тебя новости освещаем, давай попробуем сделать для тебя программу. А там коллектив 80 человек, был большой такой областной телеканал. И я говорю, давайте попробуем. И сделали такую программу, которая называлась «Вопреки всему». Я выбирал героев, тех людей с ограниченными возможностями, которые, несмотря на свой недуг, добились больших успехов в творчестве, бизнесе, науке, культуре, спорте. То, что касается спорта, мы все, ты знаешь, Алишер, да, как наши паралимпийцы, какие результаты всегда показывали и показывают, как мы ими гордимся. Это люди с безграничными возможностями. Да, с безграничными. А вот то, что касается творческой стороны, на мой взгляд, она немножко, кроме Дианы Гурцкой, пожалуй, мы так и не знаем-то каких-то великих художников, скажем, да, с инклюзией, каких-то великих писателей, великих бизнесменов, больших таких, крупных, да, они есть. И я выявил ряд интересных очень людей, и потом, во-первых, у меня еще многодетная семья, я коротко так о себе, да, многодетная семья, у меня жена, 4 детей. Я когда узнал, что я жду уже 4-го ребенка, что у меня будет доченька, я понял, что в Ростовской области я никак не выживу, и мне надо лететь в Москву. И я тогда, это было больше 2 лет назад, я тогда сел один в самолет, подчеркиваю, один, без всякой помощи, и полетел в Москву, можно сказать, в никуда. На тот момент я уже был в гостях на многих программах телеканала «Спас», там в гостях у Дарьи Донцовой «Я очень хочу жить». Я был уже знаком с актрисой Эвелиной Блёданс, я уже записал дуэт с Татьяной Булановой, «Торжество любви», то есть, которая песня такая очень нетрадиционная для нее, но очень хорошо получилась. И много таких чудес с мной происходило, когда я еще даже не появился в Москве. А когда я поучаствовал в фестивале-конкурсе патриотической песни памяти Иосифа Давыдовича Кобзона «Красная гвоздика» в Москве, и Нелли Кобзон и председатель Союза композиторов Евразии Андрей Батурин вручили моей жене диплом за вклад в развитие песенно-музыкального искусства России, здесь я уже задумался о том, что действительно, значит, мы в правильном направлении идем. Моя жена пишет песни мне, помимо того, что рожает детей, да, уже 4 детей, я очень счастлив на самом деле. И я понял, что мне дорога в Москву. Всегда подсознательно знал,
И вот в Москве мы уже попадал я на всякие разные мероприятия, в том числе и в Общественную палату, и в Ассамблею народов Евразии. Там познакомились с Ольгой Сергеевной. Потом мы объединили наши усилия, я вступил в ее организацию общественную. И Ольга Сергеевна рассказывает дальше. Нет, ну, собственно, ты, наверное, уже рассказал основную часть. Да, мы познакомились. Меня очень сильно затронула душевная история Виктора Николаевича, помимо того, что он просто хороший человек и очень добрый. Мы покрестили малышку. Летом решили сделать такой шаг вместе с Андреем Константиновичем Батуриным. То есть мы стали намного ближе в плане духовного. Да? И общественная организация существует уже несколько лет, и меня волновал отдел инклюзивного образования в качестве развития. И мы объединили наши усилия, потому что поняли, что наши цели во многом в плане общественной реализации сошлись. И то есть мы начали продумывать проектную деятельность, продумывать, как сделать максимальный эффект помощи, достигнуть предметный, то есть не только заниматься, скажем так, мероприятиями, а чтобы людям поступала эта предметная помощь в виде уже каких-то более реалий. Мы начали развивать Виктора Николаевича как мотивирующего спикера, потому что этот человек своим примером, я могу его сравнить с Ником Вуйчичем, да, известным, тоже замечательный деятель, который помогает международным отношениям многим людям. Да. Но Виктор Николаевич — это наш российский ответ Нику Вуйчичу, и он намного многограннее. Хотя Ник Вуйчич, безусловно, вызывает уважение, да, собирает стадионы. То есть Виктор, он реализовывается тоже и как многодетный отец, и как радиоведущий, и как телеведущий, да, и пишет он многие интересные вещи, которые в скором времени тоже в свет выйдут общественного формата, то есть мы сейчас занимаемся социальным проектированием, масштабированием и... Продолжи, пожалуйста, насчет цели нашего визита. Да, я и хотел сегодня мы, значит, дело в том, что началось все с того, что меня давно уже приглашают в разные регионы. Я был в Красноярске, значит, в библиотеке, краевой библиотеке общества слепых. Я там провел круглый стол как спикер. Там были радиоведущие, но телеведущих слепых еще не было. И, собственно говоря, прошел мой концерт музыкальный на одной из самых таких главных площадок города. Вот. Потом вот, в прошлом году Декада инвалидов нас пригласили неожиданно в Дагестан, в Хунзарский район, это родина великого писателя, человека планеты Расула Гамзатовича Гамзатова. Вот, это горные такие местности, и там на самом деле трудно, у них такой особый свой колорит у этих людей, да, аварцы. И когда в семье ребенок-инвалид, им особенно тяжело, потому что у них мужчина — это воин, а если мальчик, допустим, да, в семье вот, не воин, а человек беспомощный в какой-то степени, у них это большое горе. И мы провели мероприятие во Дворце культуры по приглашению, значит, там, департамента образования, департамента культуры. И это возымело такой большой, хороший отклик, людям понравилось. Сейчас много поступает предложений, но, знаете, я склонен к тому, чтобы вот в Москве тоже я проводил мероприятия в пандемию, даже онлайн-лекции читал для студентов РГСУ, это известный вуз, и у них учатся более 200 инвалидов, детей, ну, уже не детей, ребят, таких студентов. И, собственно говоря, когда я 1,5 часа читал лекцию, им рассказывал о себе, я удержал аудиторию. Это было показателем того, что действительно я нужен. Ну, куда я не приезжаю, я везде вот чувствую свою, как сказать, востребованность. Почему?
Потому что мне 48 лет, и в какой-то момент я осознал, что важнее, чем просто петь песни, хотя песня тоже нам строить и жить помогает, когда она патриотическая, когда она настоящей любви, когда она не несет какое-то растлевание молодежи, а когда она говорит о настоящих ценностях вечных. Да? Да. Вот. Но слово, которое я несу, оно важнее гораздо, потому что люди, когда на меня смотрят, разные люди, и не только инвалиды, и предприниматели, и люди разных социальных групп, они начинают понимать, что у них в жизни не все так плохо, что вот я, например, ничего не вижу, уже в полной темноте, я больше 25 лет, а я каждый день радуюсь жизни, и их это поражает. А почему я радуюсь жизни? Потому что у меня полная семья, я смог найти работу в Москве, я живу в Москве, я востребован, меня приглашают. И вот мы вчера, точнее в субботу вот были